Бокс без правил в Бухенвальде, как советский спортсмен побил чемпиона СС. В истории Второй мировой войны хорошо известен футбольный матч смерти между немцами и командой оккупированного фашистами Киева. Однако в годы войны происходило немало подобных поединков с участием спортсменов других видов спорта. В частности, вызывает большой интерес история боксерского поединка узника Бухенвальда Андрея Борзенко и немецкого чемпиона в тяжелом весе среди личного состава войск СС по имени Вилли. Роковое ранение данная история предана гласности благодаря известной книге советского писателя Георгия Свиридова «Ринг» за колючей проволокой, написанной по мотивам биографии чемпиона по боксу среди южных республик СССР, чудом выжившего в аду концентрационного лагеря Бухенвальд Андрея Борзенко. При знакомстве с героем своего повествования Георгий Свиридов, который также был боксером на соревнованиях, удивился, почему советский боксер крайне жестоко ведет поединок со своим противником из Германии. Позднее, пообщавшись с Андреем Борзенко лично, Георгий Свиридов узнал его удивительную историю, о которой затем рассказывал в многочисленных интервью. Сложно себе представить, какой силой воли должен был обладать советский боксер, чтобы в столь чудовищных условиях выиграть более 80 боев у уголовников, охранников концлагеря и солдат СС. Часть Андрея дислоцировалась у самой границы, и в первые месяцы боев он был неоднократно ранен. Первые два ранения оказались относительно легкими, а после третьего мастер спорта по боксу попал в плен. Сначала его поместили в концлагерь Шталанг с относительно сносными условиями содержания. Но после двух неудачных побегов боксера перевели в Бухенвальд, откуда выйти живым было практически невозможно. Бои без правил, заключенные в концлагере, делились на несколько каст. Выше их них являлись бывшие уголовники, помогавшие персоналу лагеря следить за порядком, а двумя нишами были пленные советские солдаты и евреи. Однажды один из уголовников за мелкий проступок замахнулся на Андрея Борзенко дубинкой, за что тут же был отправлен боксером в нокаут. Подобное неподчинение в лагере не прощали, и советский военнопленный готовился к скорой и беспощадной расправе. Однако скучающие немцы вместо расстрела решили устроить массовый боксерский поединок между узниками концлагеря. В число гладиаторов вошел и Андрей Борзенко. В случае победы заключенному полагалась дополнительная порция хлеба. За проигрыш отправляли в крематорий. Первым на ринг вышел немец, бывший чемпион Гамбурга по боксу, отправленный в лагерь за многочисленные грабежи и убийства. Выступить против него не решился ни один из заключенных военнопленных и евреев. Видя это, администрация лагеря увеличила приз за победу до батона хлеба и банки тушенки. Но даже после этого сразиться с громилой 1 на 1 решился только Андрей Борзенко, несмотря на то, что разница в весе выступавших боксеров составляла 20 килограмм. Неудивительно, что администрация лагеря, делая ставки, отдала предпочтение немцу. Напрасно. Однако даже несмотря на применяемые противником запрещенные удары локтями, Андрей Борзенко во время второго раунда отправил противника в нокаут. Главный бой, постепенно субботние боксерские поединки в Бухенвальде вошли в традицию. При этом их неизменным фаворитом оставался русский боксер. Видя, что победить в честном бою Андрея Борзенко невозможно, комендант Бухенвальда пригласил из администрации соседнего концентрационного лагеря чемпиона Германии в тяжелом весе среди солдат и офицеров СС по имени Вилли. Предстоящий поединок имел не только большое спортивное, политическое, но и моральное значение. В назначенный час Андрей Борзенко поднялся на ринг, судьей боя выступил комендант лагеря, а зрителями его администрация и заключенные. Поединок затянулся. Опытные боксеры, нанося друг другу удары, продержались до 4-го раунда, когда основательно уставший от сопротивления русского боксера, немец Вилли начал бить соперника локтями и даже подло нанес удар в пах. Судья сделал ему замечание, в ответ на которое получил удар в голову от озверевшего немца. В следующую секунду Андрей Борзенко присел и нанес немцу снизу сильный удар в челюсть. Вилли рухнул на пол. Победу присудили Андрею Борзенко. При этом, как ни странно, после позорного для немцев проигрыша русского боксера не расстреляли. Он благополучно дождался освобождения американцами из концлагеря в апреле 1945 года.